Многие задаются вопросом, а есть ли простой, быстрый и качественный способ приклеивания стеклохолста на стену? К счастью, да. Друзья, всем привет, с вами Станислав Лебецкий и это канал о ремонте и отделке. И в этом ролике я расскажу, что такое стеклохолст, как с ним работать, на что клеить, как избежать многих ошибок и немного полезных советов. Приятного вам просмотра! Итак, перед тем как приступить к поклейке стеклохолста, расскажу, что было сделано в предыдущей серии. После оштукатуривания стен гипсовой штукатуркой по маякам, не выравнивая шлифовальной машинкой, я оставил этот объект ориентировочно на полгода в таком состоянии. Это неспроста, далее покажу для чего. Но думаю, вам точно понравится мой эксперимент. Затем, перед базовой шпатлевкой, я предварительно выровнял стены при помощи шлифовальной машинки и грубого абразива. В обязательном порядке все работы выполнял под мощный проявочный свет. Далее обеспыливание и грунт. Грунт обязательно в один проход, не более. Главное не переборщить и не сделать из нормально впитывающего основания не впитывающее как стекло. И базовая шпатлевка на сдир, два слоя в вертикальном и горизонтальном направлении. Как говорят, крест-накрест. После подсыхания слегка подрезал сопли шпателем и опять обеспыливание. Для меня это самый лучший способ подготовки для выполнения дальнейших работ. Теперь приступаю к поклейке стеклохолста. Вкратце, что такое стеклохолст? Это армирующий нетканый материал из хаотично расположенных стекловолоконных нитей, благодаря которым можно избежать появления микротрещин. Не путайте с усадочными. В таких случаях стеклохолст точно не поможет, только микро и не более. А защита осуществляется за счет склеенных стекловолоконных нитей органическими смолами и чем-то даже похоже на паутину, поэтому называют еще паутинкой. Плотность стеклохолста существует разная. Я же для стен чаще всего использую 40 грамм на метр квадратный. А теперь самое главное, в чем же причина его использования? Вот для этого и причина появления моего эксперимента. Смотрите, после оштукатуривания стены были ровные и немного даже гладкие. Наверное, без скрытых микротрещин, скажете вы. Покрасил и без поклейки стеклохолста и радуйся результату. Но, к сожалению, ненадолго. А там как повезет. Первое время, скорее всего, было бы все отлично. А потом появляются они. Да, микротрещины. Для сравнения, смотрите, если при грунтовке цементно-песчаной штукатурки их видно чаще всего сразу во время грунтовки стен, а при грунтовке нешлифованной гипсовой штукатурки их чаще всего не видно. А вот после долгого простоя и шлифовки гипсовой штукатурки, снятия, так скажем, корки, я ждал специально полгода этого момента. Не знаю точно, произойдет это чудо или нет, чтобы показать вам. Если внимательно присмотреться, микротрещины уже есть. Да, едва заметные, потому что еще на самом деле прошло мало времени. Но ждать пару лет мне никто не даст. Но для начального понимания, думаю, будет достаточно. Не сказать, что они везде, но есть. И вот они скрываются именно в теле штукатурки, а не на корке. А ведь никто не знает, предел ли это или еще нет. А вот чтобы избежать в будущем проявления таких микротрещин на уже окрашенных стенах, собственно и применяется армирующий слой, он же стеклохолст или иногда стеклообои. Опять же повторюсь, не нужно путать усадочные трещины и микротрещины. В первом варианте стеклохолст не поможет, а во втором все будет отлично, если правильно приклеить и в дальнейшем доработать. Поэтому более подробно и детально о тонкостях поклейки стеклохолста я расскажу в процессе выполнения работ. Итак, чтобы стеклохолст отрабатывал свои функции, то есть цель скрыть уже появившиеся микротрещины и в будущем проявление новых, но на уже окрашенных стенах. Из этого следует, стеклохолст не должен приклеиваться жестко и становиться единым целым с основанием. Это чаще всего способ поклейки на шпатлевку. Да дешевле, да быстрее, но я таким способом в последнее время не работаю. Я же, как вы заметили, использую недорогой клей, купленный именно в сухом виде и для стеклообоев. Он же и является маленьким демпфером между стеной и стеклохолстом. Кто не верит, спустя долгое время покажу результат после окраски. Может лет так через 5. Процесс замешивания клея очень простой. Без шуруповертов и венчиков. Так сказать, немного разминаю кисти. Главная задача на этом этапе не переборщить с водой. Лучше налить немного меньше и сперва сделать более густым, а потом разбавить до нужной консистенции. Каждому клею свои рекомендации по воде. Ну и конечно же, многие друзья моего канала знают, что я не люблю стоять на месте
И пока клей, скажем так, набухает, приступаю к разметке. А чтобы разметить быстро, лучше использовать лазерную рулетку. Особенно если нет помощника. Если нет такой, подойдет и не лазерная. Просто так быстрее. Если вдруг кто не знает, ширина рулона ровно 1 метр. Из этого следует начинать с целого полотна или все-таки с обрезка. Я отступлю 60 сантиметров, потом несколько кусков и остается около 70 сантиметров. От этого угла я возьму обрезок с той стороны 40 сантиметров и пойду в одну сторону. Просто не особо удобно начинать 20-сантиметровой полосой или ей же и заканчивать. А чтобы рулон и пол оставался всегда чистый, то рекомендую чем-нибудь укрыть. И тут же можно разматывать и отрезать лишнее. Я же не пользуюсь размотчиком, потому что мне и так удобно. Так как мне понадобится только около половины стартовой полосы по ширине, то я сначала отрезаю по нужной длине, с небольшим запасом. Лучше лишнее отрезать потом и по факту, так как дополнять кусочками не рекомендую. Смотрите, рулон я смотал в обратном направлении. Теперь перематываю обратно, как и должно быть в основном рулоне, так как у стеклохолста есть сторона приклеивания. А уже на смотанном рулоне отмеряю нужную ширину, также с небольшим запасом, и отрезаю лишнее. Для этого желательно использовать острое лезвие. Остаток не выкидываю, а убираю в сторону. Полоску подготовил, теперь разбавлю клей. Клей не должен быть сильно жидким и должен быть чуть гуще средней густоты, чтобы можно было наносить жирно и нормально пропитывать волокна. Тогда точно не будет пузырей. Если страшно, то можно купить готовый в ведрах и не париться. А вот что получилось у меня. То, что надо. Друзья, если вы в поиске хороших инструментов, а именно инструмент для выполнения сложных задач, таких как сверление отверстий больших диаметров в бетоне, железобетоне, кирпиче, то я могу вам порекомендовать алмазную установку KEOS KS350GZ. Такой инструмент нужен всегда под рукой, особенно при прокладке инженерных коммуникаций. В комплект входит мощный двигатель 3200 Вт с механической и электронной защитой. Помимо трехскоростного редуктора есть электронная регулировка оборотов, так как для разных диаметров коронок требуются свои обороты. Максимальный диаметр сверления до 350 мм. Ну и куда же без дисплея, где отображаются все необходимые данные, даже часы наработки для своевременного обслуживания. А над дисплеем есть индикатор нагрузки. Для надежной фиксации к основанию есть штатив, не простой, а с возможностью изменения угла наклона. Также есть набор для крепления к основанию при помощи вакуума. Ну и есть разные ключи для сборки, установки и регулировки. Этой алмазной установкой я уже немного поработал. В целом доволен результатом. А более детально можно ознакомиться по ссылке в описании под этим роликом. Многие, наверное, заметили, что в прошлом ролике, что в этом я не показал один из очень на самом деле важных этапов работ. Это грунтовка. Да, я обеспылил пылесосом и щеткой, но теперь вкратце о грунтовке стен перед стеклохолстом. Я же грунтую стены разбавленной грунтовкой в зависимости от впитываемости основания. Нельзя перегрунтовывать и блокировать впитываемость. Стены должны оставаться с нормальной впитываемостью. Если не соблюдать это правило и грунтовать как не в себя, да пожирнее, то на следующих этапах работ вы уже будете задавать другой вопрос. Почему кипит шпатлевка? А вскипает в основном как минимум по одной и той же причине. Из-за полной блокировки основания. Скажем так, как стекло. В итоге влаге некуда деваться, и по наименьшему сопротивлению все воздушные пузыри проявляются на поверхности. Поэтому разбавленный грунт в один слой, и с большей вероятностью все будет хорошо. Проверить впитываемость можно при помощи распылителя и воды. Но это только одна из причин. О последующих я расскажу в следующем ролике. Так что рекомендую подписаться, чтобы не пропустить. Надеюсь, доходчиво объяснил. Двигаемся дальше. А дальше, как с обоями. Нужно избегать сквозняков. У меня же это дымоход. Заткнул тряпками все 4 отверстия. И также есть недосверленное отверстие для трассы сплит-системы. Это я сделал для того, чтобы спрятать провод. А в стене есть воздушный зазор. И все-таки там гуляет воздух. Так что не забываем. Иначе стеклохолст на следующий день будет лежать на полу и прекрасно армировать его. Итак, стены ровные и прогрунтованы, сквозняки изолированы, стеклохолст подготовлен, клей замешан. И в дополнение проявочный свет на месте. Далее расскажу для чего. Смело можно приступать к приклеиванию. Для более ровного приклеивания по вертикали можно прочертить линию по уровню и только карандашом. Ни в коем случае не ручкой, а уж тем более фломастером. В дальнейшем может проявиться как ржавчина по оцинкованным маякам. А так как у меня глаз шальной, я использую лазерный осипостроитель.
Так быстрее, ровнее и удобнее. Так как по факту у меня ширина рулона получилась не 60 см, а 59, то от стены я отступаю 58 см, на 1 см меньше, чем ширина рулона, чтобы завернуть в углу и нормально отрезать лишнее. Но обо всех подробностях я буду рассказывать далее. А сейчас просто нужно ориентироваться на вертикальный луч, как при намазывании и приклеивании полосы. Тут можно даже и не стараться экономить, а наливать сразу полный лоток клея и напитывать валик. Кстати, заметьте, валики я использую с длинным ворсом, чтобы нормально напитать стены. Вот так. В общем, ориентируясь по линии, я сначала напитываю этот участок стены клеем, а затем возвращаюсь на стартовую точку и еще раз повторно промазываю жирненьким слоем. Потому что если во время приклеивания стеклохолста клей высохнет или его будет недостаточно, даже после пропитки, то есть большая вероятность образования пузырей после высыхания. Ну а там, где недостает валик, промазываю кисточкой. Это углы и примыкания к полу и потолку. Беру подготовленную полоску стеклохолста с правильной стороной приклеивания. Краем, ориентируясь по вертикальной лазерной линии, прикладываю полосу на свое место с небольшим нахлестом как на потолок, так и на пол. Лучше лишнее обрезать и разглаживаю. Аккуратно, чтобы не было заломов. Если не получилось разровнять с первого раза, есть шанс попробовать еще раз. Можно сказать, подкорректировать. А так как шпатлевка крепкая, не размокнет и не отслоится следом за полосой. Если обои я разравниваю пластиковым шпателем, то стеклохолст рекомендую металлическим, тем же, что и шпатлевал стены, выпуклой стороной к основанию. Не знаю, как по мне, отлично прижимает и за собой нигде и ничего не задирает и не рвет. Изначально нужно разровнять и разгладить всю полосу, а потом только приступать к углу. Поэтому сейчас я до угла не дохожу шпателем около 3 см. К нему я скоро вернусь. А вот только сейчас, после разглаживания всей площади, приступаю к углу. С углом работать нужно очень аккуратно и прижимать желательно медленно и постепенно. При задавливании в угол нужно, чтобы волокна начали ломаться именно в углу, а не до него. А уже потом спокойно отрезаю лишнее. Завороты, якобы для армирования угла, я не делаю. Знаю, многие отрезают лишнее углом шпателя, но лучше не рисковать. Для этого есть малярный нож. Так точно получится аккуратно. Важно не сколько примыкания сверху и снизу, а именно в углах, так как это очень важно, особенно в дальнейшем во время шпатлевания стен. А чтобы более точно отрезать, я использую шпатель. Как раз в данном случае он и является направляющей для лезвия. Дальше останется собрать обрезки и еще раз повторно пройти шпателем и прижать к стене в местах резки. Это как раз углы и все те же примыкания сверху и снизу. Казалось бы, стеклохолст уже надежно держится на стене. Можно так и оставить, но нет. Для лучшего приклеивания к стене я повторно промазываю клеем уже поверх стеклохолста и пропитываю его. Ну как бы да, не очень звучит, на самом деле это такой материал, который не впитывает в себя, но тем не менее заполняются все пустоты и поры. А для контроля нанесения клея, во избежание пропусков и пробелов, как раз таки хорошо выручает проявочный свет. Как до приклеивания, так и после, во время пропитки. Очень удобно и хорошо видно. А вот прожектор не рекомендую использовать, так как он сильно нагревается и нагревает стену, даже на расстоянии. И за счет этого потом в местах прогрева быстро сохнет клей, а это не есть хорошо. Во время пропитывания, как вы обратили внимание, клея я не жалею, а наношу прям жирненько. Лучше больше, чем меньше. Лишнее потом уберется шпателем. Далее металлическим шпателем убираю излишки. Шпатель держу обязательно под острым углом относительно стены, как бы тем самым и вдавливаю клей вовнутрь. Так что где возможно не пропиталось валиком, теперь точно пропитается шпателем. В общем, можно сказать, это как шпаклевание стен на сдир. А там, где не хватает клея, подмазываю остатками, которые есть на лезвии шпателя. Задавив клей в поры, лишнее убираю подчистую. Прям как на этом моменте. А откуда начинать, тут кому как удобнее. Хоть снизу вверх, хоть сверху вниз. По опыту скажу, удобнее сперва снизу вверх. Тем самым клей всегда будет оставаться на лезвии и не будет стекать. Ведь это все-таки не шпатлевка. А остатки добирать можно как угодно. Без разницы в каком направлении. Главное убрать все подчистую.
Первая полоса готова. В принципе, я так думаю, для вас все и не так уж и сложно, верно? Если знать все нюансы и тонкости. Поэтому я приступаю ко второй. Тут уже ничего нового, все то же самое, как и с первой полосой. И собственно так далее и клеятся все остальные, уже на автомате друг за другом. Если есть вопрос по поводу с какой стороны начать, от окна или наоборот, особой разницы нет. Это не обои, и скажу даже больше, чтобы не терять время на подгонку стыков и получить невидимый стык. Реально проще и лучше сделать сначала внахлёст, а потом прорезать сразу два полотна. Так вы сэкономите не только время, но и свои нервы. И получите стык, который даже вблизи потеряете. А значит, чтобы сделать нахлёст, лазерная линия должна быть ближе к предыдущей полосе на пару сантиметров, чем вся ширина рулона. Только этот пункт и добавляется после первой полосы. И все. Но еще покажу, как прорезать стык и несколько полезных советов. Если вы заметили, то я работаю и в перчатках, и маске, а иногда даже в очках. Собственно, и вам рекомендую. Здоровье должно быть на первом месте. А теперь момент прорезания стыка. После того, как пригладил всю полосу до пропитки, нужно найти середину стыка двух полос и при помощи острого кончика ножа и небольшого усилия прорезать на всю глубину. Главное не переборщить. Это так называемый метод двойного реза, благодаря которому получается сделать невидимый шов. Убираю обрезки, один сверху, другой под стеклохолстом. Убирать нужно тщательно и внимательно, чтобы не оставались мелкие кусочки под полотном. Затем прижимаю шпателем по двум краям, и шов становится невидимым. Это, кстати, желательно делать только со штукатуренными стенами. С гипсокартоном рекомендую клеить стык, чтобы не прорезать больше, чем нужно, и наделать делов. Вот такой результат получается. Когда нет зазоров, это хорошо, особенно в дальнейшем при шпатлевании. В общем, после оклейки стен или потолков стеклохолстом не должно оставаться пустых просветов. Укрытие холстом должно быть на 100%. Как на стыках между листами, так и во внутренних углах. Итак, приступив к аналогичной полосе, что хотелось бы сказать по поводу выбора клея. Это ни в коем случае не реклама, а личный опыт. На самом деле клеевых составов очень много, и все они плюс-минус одинаковы и хороши по-своему. Но есть и такие, после которых стеклохолст не оторвешь. Но если в этом смысл, только по моему личному опыту нет. Должна быть золотая середина. Стеклохолст должен держаться умеренно хорошо. Благодаря такому контакту со стеной, это как армирующая прослойка, которая, как я люблю говорить, живет своей жизнью, а стена своей. Если и появилась микротрещина, то под стеклохолстом, за счет того, что не монолитена в стену. А как по моему мнению, при поклейке на шпатлевку, за счет сильного контакта с основанием, появившаяся микротрещина в штукатурке подтянет за собой шпатлевку и вылезет все наружу. И ни для кого не секрет, многие для улучшения свойств клея добавляют клей ПВА. Я же этого не делаю, по нескольким причинам. Первое, может со временем пожелтеть, но тут главное не цвет, потому что в слое шпатлевки. А ПВА делает стеклохолст более хрупким. Да, держится лучше, но не держит микротрещины. И все равно, как ни старайся, клей ПВА тоже имеет свойство размокать при увлажнении. Тут скорее нужно знать, как правильно шпатлевать. Но об этом поговорим в следующем ролике. Из полезных советов также можно добавить тот факт, перед тем как поклеить стеклохолст, если вы с каким-то клеем работаете впервые, проверьте, а так ли он хорош и нормально держит. Сперва приклейте кусочек стеклохолста и попробуйте оторвать на сухую и с увлажнением. Если с увлажнением снимается очень легко, как бумага, намоченная водой без клея, то такой клей не подходит. Нужен клей получше. Потратив на этот эксперимент несколько минут, вы сэкономите время на переделку и еще не переведете материал. Я же работаю тем клеем, который недавно использовал в работе на другом объекте, и все прекрасно держится. Поэтому я не проводил тестирования, потому что уверен. Ну и вот, одна стена готова. Все получилось ровно, без пузырей и пропусков. Единственное, есть небольшой минус в этой работе – очень жарко и влажно в помещении. Но нужно терпеть и при этом не создавать сквозняков. Клей должен высыхать равномерно и постепенно. А переключившись на другую стену, начинаю с обрезка, а далее целые полосы. Кстати, чем длиннее помещение, тем гораздо интереснее и быстрее получается, потому что на углах теряется на самом деле немало времени. Подрозетник я сразу же не вырезаю, проще вырезать после полного высыхания.
Если вы думаете, что стык нужно прорезать прям четко и по струнке, нет. Даже не заморачивайтесь, режьте хоть волной. Главное, чтобы не оставалось щелей, кусочков, обрезков под стеклохолстом. Там, где дверные и оконные откосы, я не делаю стык по углу. Стык делаю с отступом от угла, чтобы избежать косых трещин. В итоге полоски получаются в виде буквы Г. Нет, это не Г, а качество выполненных работ. А по откосу, внешнему углу, я обрезаю с небольшим запасом, около 1 см, а уже после сушки обрезаю по самому краю. Но это покажу уже во время подготовки откосов. Собственно и все. А перед шпатлевкой обязательно нужно дать время нормально просохнуть и можно шпатлевать. Я же не спешу, у меня такие объекты стоят неделями, ждут своей очереди. И кстати, не рекомендую сразу красить без шпатлевки. Это не стеклообои, иначе ведра краски будут улетать только так. А результат будет нулевой. В общем-то, ролик подошел к концу. Если вам действительно было интересно и полезно, то рекомендую подписаться на канал. А раз уж вы это уже сделали, то поставьте лайк и поделитесь своим мнением в комментариях. А я вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю вам крепкого здоровья, сил, терпения, а также качественных ремонтов. Увидимся в следующем году.